Мы пришли в Альбертину, ходим по галерее, и вот есть всякие картины такие. Глядя на эту картину, Саша говорит, что этот человек, сделавший эту картину, явно женщин не любил, потому что он их видел вот так вот. Ну, так себе красиво. Либо же вот так вот можно. Ну, красивых женщин мало, в общем, что можно сказать. Ну да. Пожалуйста, Марк Шагал. Вот я не обманываю. Вот Марк Шагал. И вот то, что он нарисовал. Я ничего не хочу сказать, но мне кажется, его достижения переоценивают. Ну вот что это такое? Кто решил, что это красиво? Мне кажется, я в детстве рисовала тоже ничего. Вот еще один Марк Шагал. Вот я покажу вблизи. Вот чувак с зубами красивый. Он почему-то сидит на заборе где-то и запускает на крыше дома, запускает змея, походу. Это двор, где есть коза, рыба, которая больше всех. Очертания курицы. Вот, пожалуйста, куча курицы, очертания. Но это просто высыпал вот еще один чувак сидит на доме. Вот Марк Шагал, на секундочку, будьте любезны. Я всматривалась, думала, это просто красиво. Но это не просто красиво. Это женщина напротив солнца. А вот теперь еще раз. Женщина напротив солнца. Ну, хорошо, что я не 3 часа рассматривала. Вот тоже очень мне нравится этот художник. Такие вещи творит. Вот, пожалуйста. А называется «Ручка». Ну, в принципе, ее он и нашел. И же он это чудо, шедевр и сотворил. Мой обожаемый Пикассо. И картина называется «Стакан и яблоко». А Саша сказал, что это не картина, а загадка. Найди стакан и яблоко. Может, начну с вами искать и стакан и яблоко. Вот он талантливый же был во всем. Ходим по галерее, и я так понял, что все художники называют свои картины как видят. Вот two girls with poodle, ну, 2 девушки и собака. И так везде. Вот. Сейчас подойдем тут. Moonlight Night. Вот. Лунная ночь. Хотя бы поэтично звучит. Тут вот, дайте угадаю, смотрите, 2 девушки на озере, наверняка, да? Bathing girls at the forest pond. Ну, хорошо, чуть-чуть больше. Ну, купающиеся девушки на озере. Ну, лесном озере. Да, вот так как-то. Я нашел картину с названием, которое никак не разберешь. И знаете, что это? Influence. Это простуда, ребят. Вот сильно. Это просто сильно. Картина называется, вот это вот вся картина. Вот кто не рассмотрел, надо рассмотреть. Ну, тут все понятно, в принципе. Тут даже нечего думать, что это завтра с яйцом. Искусство бывает разное. Вот. Просто вот порванная, завалённая фотография. Это просто фотография. Вот тоже. Просто издалека не видно. Это фотка. Обычная фотка. А сверху налили краски и расцарапаны. Следующий зал Альбертина. Не галерея картин, а галерея скульптур. Вот там вот дальше. И дальше. Ну, короче, замок такой, типа. Нормально Рубенс рисовал. Короче, я только что был в Альбертине, выставке картин. Это первый раз в жизни, в принципе, я смотрел на картины, ребята. И... Короче, что я могу сказать? Но есть реально, конечно, круто, мастерство. Ты понимаешь, это искусство, это мастерство. Там, например, Рубенс, да, там, Пикассо. Ну, люди там умеют рисовать. И это повторить сложно, как выведены линии, как все прорисовано, детали, круто. Или какая-то стилистика необычная. Но есть же жесть какая-то. Ну, ты смотришь, там просто мазюки, реально. Просто чувак что-то так вот налепил, и все такие: вау, это гениально. Но
И ты ему ничего не можешь применить, потому что есть гениальная отговорка. Я художник, я так вижу. Можно нарисовать любое дерьмище каким-то образом, если ты можешь это провалить. Все, я художник, я так вижу. Какая-то срань. Понимаете? Тогда можно оправдать любую херню. Знаете, АвтоВАЗ почему делают дерьмовые машины? Просто они так видят. Они не умеют делать нормально, но у них должна быть отмазка. Мы так видим. Мы видим, что машина именно вот такая. Она не должна ездить. Она должна ломаться. В этом кайф. Вы просто не понимаете. Но есть ценители, они понимают. Как, в принципе, и в искусстве.